3 июня 1962 года авиалайнер Boeing 707-300 авиакомпании Air France выполнял плановый рейс 007 из Парижа в Хьюстон с промежуточными посадками в Нью-Йорке и Атланте, в ходе которого перевозил группу американских туристов, возвращавшихся домой после экскурсии по Парижу. На борту самолета находились 10 членов экипажа и 122 пассажира. В 8 часов 47 минут лайнер прибыл в аэропорт Орли и встал на стоянке Дельта-24. После того, как все 122 пассажира сели на борт самолета, в 11 часов 28 минут рейс 007 отъехал от перрона по рулежной дорожке номер 13 и направился к началу взлетно-посадочной полосы номер 8. Его взлетный вес составлял 137 тонн. В 11 часов 31 минуту рейс 007 получил разрешение занимать исполнительный старт, а в 11 часов 32 минуты было получено разрешение на взлет. Экипаж увеличил режим работы двигателей, а через 6 секунд, когда они вышли на полный режим, отпустил тормоза, после чего лайнер начал разгоняться по взлетно-посадочной полосе. Поначалу разгон проходил без отклонений. Скорость принятия решения 272 км в час была достигнута примерно через 1500 метров, а на 48-й секунде была достигнута скорость 293 км в час, после чего пилоты начали подъем носовой стойки шасси. Но стойка поднялась лишь незначительно, и экипаж принял решение тут же прервать взлет, после чего штурвал был отклонен от себя, и носовая стойка шасси вновь коснулась взлетно-посадочной полосы, пробыв в воздухе около 4 секунд. От начала разгона самолет пробежал 2609 метров, а его скорость достигла максимального значения в 331 км в час, когда в 680 метрах от конца взлетно-посадочной полосы пилоты задействовали реверс и аварийное торможение, но не стали применять интерцепторы, что значительно замедлило торможение лайнера. Первые 150 метров торможения происходило в нормальном режиме, но затем пилоты увеличили интенсивность торможения, что привело к блокировке колес и к юзу по взлетно-посадочной полосе. Резина кордовой оболочки задымилась, и спустя 250 метров с начала торможения шины на правой стойке шасси лопнули. Стальные диски колес шасси со скрежетом заскользили по полосе, а лайнер начало разворачивать вправо. При этом оба правых двигателя, третий и четвертый, коснулись поверхности взлетно-посадочной полосы и начали оставлять белые следы краски фюзеляжа. Пилоты смогли выпрямить самолет по оси с помощью руля направления, но затем на скорости около 296 км в час рейс 007 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Через 110 метров левая стойка шасси оторвалась, и оба левых двигателя, первый и второй, врезались в землю. Левая плоскость крыла начала разрушаться, а вытекшее авиатопливо воспламенилось, вызвав пожар. Затем лайнер пробил ограждение аэропорта Орли, лишившись крайнего левого двигателя, и через 20 метров лайнер пересек окружную автодорогу. При этом оторвалась носовая стойка шасси. Проскользив под углом 40 градусов на брюхе, рейс 007 врезался в огни приближения и затем в дом и гараж. При этом полностью разрушилась кабина экипажа. Тела командира и второго пилота были найдены в обломках гаража. После оторвалась хвостовая часть, а центральная часть фюзеляжа с обрубленным левым крылом и носовой частью пронеслась еще 100 метров и остановилась. 63 тонны авиатоплива воспламенились, вызвав пожар площадью около 2400 квадратных метров, который полностью уничтожил самолет. Уже в 11 часов 34 минуты к месту катастрофы прибыла первая пожарная машина. Она единственная смогла преодолеть препятствие от аэропорта до места катастрофы. К 11 часам 38 минутам прибыли остальные 6 пожарных машин аэропорта, а в 11 часов 40 минут
3 машины скорой помощи, 2 автокрана и 2 грузовика. В 11 часов 45 минут спасательные службы нашли в относительно уцелевшей хвостовой части самолета 3 тяжелораненых стюардесс, но позже одна из них умерла в больнице от полученных ранений. Всего в катастрофе погибли 130 человек, 8 членов экипажа и 122 пассажира. На то время в истории пассажирской и реактивной авиации это была первая катастрофа с участием одного самолета, в котором погибли свыше 100 человек. Также это крупнейшая авиакатастрофа французского самолета на территории Франции. Расследованием причин катастрофы рейса 007 занялось Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Среди причин катастрофы рассматривались такие версии, как отказ приборов, двигателей, систем управления, рулей, автоматики, а также ошибочные действия экипажа, потеря электропитания и даже злой умысел. После рассмотрения всех вариантов было установлено, что к катастрофе привели многочисленные ошибки экипажа, неверные расчеты скорости отрыва носовой стойки шасси от взлетно-посадочной полосы и скорости отрыва самого самолета от взлетно-посадочной полосы. На самом деле расчеты оказались завышены, что требовало увеличения усилий, прикладываемых к штурвалу, а также серьезным фактором стал отказ электрической системы управления электроприводом стабилизатора. Сочетание этих двух факторов привело к тому, что командир не приложил к штурвалу достаточно усилий, чтобы суметь превзойти сопротивление, созданное воздействующим на стабилизатор аэродинамическими силами. Когда же экипаж принял решение о прекращении взлета, имевшегося запаса длины взлетно-посадочной полосы уже не хватало для безопасной остановки лайнера. Проведенные испытания показали, что если бы пилоты приняли решение продолжать взлет, то командир мог бы суметь приложить достаточно усилий для эффективного управления рулями высоты. По мнению же представителей авиакомпании Air France, командир в возникшей ситуации не имел всех необходимых элементов для принятия решения, на которое оставалось несколько секунд. По вопросу, смог бы командир после принятия решения о прекращении взлета исправить возникшую ситуацию или нет, члены комиссии не смогли прийти к одному мнению. Вопреки традиции, после катастрофы отказываться от номера рейса в знак уважения к погибшим авиакомпания не стала. Рейс 007 в авиакомпании Air France существует и поныне и выполняет рейс по маршруту Нью-Йорк-Париж на самолетах Airbus A380 и Boeing 777-300. Смотрите также. 30 июня 1973 года авиалайнер Ту-134А авиакомпании Аэрофлот выполнял пассажирский рейс 512 по маршруту Оман, Бейрут, Ереван, Москва, но в момент взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в жилой дом.